Ребятки, всем еды! Сегодня мы готовим плов, а значит будет вкусно! Я советую вам досмотреть этот ролик до конца, так как в этом ролике вы не только сможете научиться готовить вкусный плов, но и выиграть классный подарок. Прежде чем начать готовить плов, нужно определиться, что же это за блюдо такое. Все мы знаем, что плов — это блюдо национальное, в основном наших соседей, горячих кровей, в общем, блюдо из Востока. Плов переводится с многих языков как «еда из риса». Соответственно, она не несет нагрузки о мясе. Это еда рисовая. Ну а раз пошло то, что это еда из риса, значит нам нужно определиться, какой рис для этого блюда нам нужен. Рис делится на много видов сортов, но для простоты мы разделим его на круглозерновой и длиннозерновой. Я не хочу вам забивать голову с химическими свойствами различных видов риса, скажу только одно, что у круглозернового риса клейковина повышенная, поэтому для этого блюда нам понадобится длиннозерновой рис. Но несмотря на то, что у длиннозернового риса меньше клейковина, чем у круглозернового, я советую вам брать длиннозерновой рис пропаренный. Но прежде чем начать готовить рис, нам его нужно замочить. Замачивать нужно не только рис, а абсолютно любую крупу. Практически все зерновые культуры содержат фитиновую кислоту. Фитиновая кислота, попадая в организм, блокирует до 80% всех полезных веществ, усваиваемых зерновыми культурами. Для того, чтобы заблокировать фитиновую кислоту, нам нужно активировать белок фетаза, содержащийся во всех зерновых культурах. Для того, чтобы его активировать, нам нужно всего лишь навсего замочить крупу минимум на 30 минут в холодной воде. Таким образом, активируется белок фетаза, и он же блокирует фитиновую кислоту. Так что мой вам совет: не пренебрегайте замачиванием круп перед готовкой. Ну вот мы и разобрались с тем, что такое плов, какой для него нужен рис, и мы приступаем к приготовлению плова. После того, как мы замочили рис, мы ставим его варить. Ставим его варить макаронным образом. Макаронным образом это значит, что мы наливаем большой объем воды, засыпаем туда рис и ставим его вариться. И варим его до состояния полуготовности – аль денте. Словосочетание аль денте произошло из итальянского, что означает слегка сырой. То есть нам нужен рис, чтобы он слегка похрустывал у нас на зубах. После того, как рис дошел в состояние аль денте, я его процедил через сито. Все мы знаем, что итальянцы подарили нам много-много прекрасных блюд. Они действительно умеют готовить. Но что они действительно не умеют делать, это варить кофе, так как их кофе очень горький и его невозможно пить даже с сахаром. Но есть альтернативное решение – альтер-кофе. Этот кофе можно пить даже без сахара. Кстати, ссылочки на него в описании. Ну что ж, рис мы сварили, теперь пришло время подойти к самому интересному – мясу. Выбор мяса – это сугубо индивидуальный подход, потому что, допустим, наши братья восточные, которые горячих кровей, они выбирают мясо для плова абсолютно по-разному, в зависимости от вероисповедания, либо собственных предпочтений. Я выбрал говядину, так как свинину посчитал скучным, а баранину найти достаточно сложно. Лук, морковь и мясо мы нарезаем крупным кубиком, обжариваем все по отдельности и загружаем это все в большую кастрюлю.
перед тем, как загрузить все в одну кастрюлю, не забудьте в кастрюлю налить растительного масла. Загрузили все в одну кастрюлю и засыпаем специями. После того, как мы на мясо с овощами насыпали специи, мы все это закрываем рисом, тот, который мы предварительно сварили. Добавляем немного водички и оставим тушиться на медленный огонь минут на 30-40. Такое действие нам нужно для того, чтобы наше мясо с овощами стало более мягкими. Специи разошлись и отдали все свои вкусовые ароматы, но не пригорели. А рис под действием пара дошел до нужной кондиции и не оставался сырым. По окончанию тушения нам всего лишь остается только вымешать все это в однородную массу, чтобы не оставалось комков риса и мясо не осталось на дне. Вуаля, рассыпчатый плов готов. Приятного аппетита! Итак, ребятки, мы подошли к самому интересному. Для того, чтобы поддержать мой канал, не обязательно отправлять мне денег. Купите просто-напросто себе пачечку вкусного кофе и получайте удовольствие от того, что вы делаете. Но параллельно всему этому я решил разыграть целый ящик этого кофе. Если вы хотите выиграть ящик кофе, вам необходимо всего лишь навсего быть подписанным на этот канал, а также оставить комментарий ниже под видео и поделиться этим видео в соцсетях, оставить какой-нибудь репостик. Я буду весьма благодарен, а победителя этого конкурса я объявлю буквально через месяц. Если тебе понравилось мое видео, не забудь подписаться на мой канал и поделиться этим видео со своими друзьями, а также не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое видео, так как в следующих моих видео будет много розыгрышей и всего интересного. А также не забудь поставить мне дизлайк, если ты сможешь лучше.